Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 27 февраля, четверг. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. 4 невыживших заложников Хамас, похищенных 7 октября 2023 года, ночью были возвращены Израилю. Передача проходила без театральных постановок Хамас, которые были характерны для предыдущих передач. Об этом сообщили официальные лица за несколько часов до запланированной передачи. В 2 часа ночи 27 февраля транспортные средства Красного Креста направились к согласованной точке встречи с транспортом армии обороны Израиля. Там израильским силам были переданы 4 павших заложника Хамас. Директор Национального института судебной медицины Хен Кугель находился на КПП Керем Шалом. Там и проводилась первичная идентификация. После этого тела невыживших заложников были доставлены в Институт судебной медицины для проведения экспертизы. В ЦАЛе подчеркивают, павшие заложники, которых передал Хамас, пока не идентифицированы, и публикация имен возможна только после официальной идентификации. Сейчас на своих экранах вы видите фотографии тех, кого должны Хамас были передать ночью, но пока их имен мы не называем. Добавлю, что эта информация актуальна только на момент выхода наших новостей в эфир, а это 6 часов утра по Иерусалиму. Продолжаем выпуск. Президент США Дональд Трамп заявил, что он крайне огорчен освобождением прошлой ночью 4 павших заложников в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем. Цитирую: «Хамас думают, что делают нам одолжение, отправляя нам павших», — говорит Трамп о Хамас. Он повторяет, что Израилю придется решить, как он хочет продолжить прекращение огня. Трамп неоднократно намекал на то, что мог бы вернуться к войне, если был бы на месте Израиля. Он размышляет о том, как сильно семьи павших заложников хотят вернуть своих близких. «Я разговаривал со многими родителями и многими людьми, которые вовлечены в это. Они хотят вернуть павших родственников почти точно так же, как они хотели бы вернуть своего живого сына или свою дочь», — сказал Дональд Трамп. В это же время служба тюрем Израиля заявила, что освободит палестинских заключенных взамен 4 павших заложников только после того, как заложники будут идентифицированы, что может занять много часов после их возвращения, заявила служба тюрем Израиля. Далее к другим событиям. Шири, Ариэль и Кфир Бибасы вчера были похоронены вместе в одном гробу. Ведущая похорон сказала, цитирую: «Они останутся вместе и будут близки, точно так же, как и Шири окутывала своих сыновей всегда, в том числе и в тот проклятый день 7 октября». Спикер Кнессета Амир Охана почтил минутой молчания на пленарном заседании Кнессета память Шири, Кфира и Ариэля. «Мы помним и не забудем. От имени Кнессета я хотел бы разделить глубокую скорбь семей и память всех, кто не выжил 7 октября 2023 года», говорит спикер Кнессета Амир Охана. Как это было? Давайте посмотрим. «Захор эт ашер аса леха Амалек, ואנו זוכרים ולא נשכח. בשם הכנסת אני מבקש להשתתף בצערן העמוק של המשפחות, לזכרם ולזכר כל הקורבנות, החללים והנופלים שכאבנו מאז 7 באוקטובר, נקום בדומיה».
יהי זכרם ברוך. תודה רבה. На радио Нария продолжаются главные новости Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что Израиль наносит авиаудары по югу Сирии после сообщений о взрывах в нескольких районах к югу от Дамаска и предупреждает, что Израиль не позволит югу Сирии стать югом Ливана. Добавлю, что удары были нанесены после того, как несколько израильских чиновников, включая и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу, в последние дни потребовали демилитаризации юга Сирии и предупредили, что Израиль не позволит сирийской армии продвинуться к югу от Дамаска. «Мы не будем подвергать опасности безопасность наших граждан», — говорит Кац. Любая попытка сил сирийского режима, а также разных террористических организаций страны обосноваться в зоне безопасности на юге Сирии будет встречаться огнем, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Комитет по иностранным делам Палаты представителей США отныне будет называть Западный берег только его библейским названием – Иудея и Самария, сообщает новостное издание Axios со ссылкой на внутреннюю служебную записку комитета. Цитирую: «В знак признания нашей неразрывной связи с Израилем и права еврейского народа на свою древнюю родину, Комитет по иностранным делам Палаты представителей отныне и впредь будет называть Западный берег Иудеей и Самарией в официальной переписке, сообщениях и документации. Еврейские корни в этом регионе насчитывают столетия, и как представители американского народа мы должны внести свой вклад, чтобы остановить эту предосудительную волну антисемитизма и признать законное право Израиля на колыбель еврейской цивилизации». На радио Нария продолжаем новости Израиля. В Израиле готовят Майдан. Антиправительственная протестная группа Израиля призывает к началу акции гражданского неповиновения в Иерусалиме в воскресенье 2 марта, после истечения срока действия первой фазы соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения заложников. Все это для того, чтобы остановить срыв соглашения и отказ от заложников. Требуя от Израиля перейти ко второй фазе, протестная группа Израиля призывает своих волонтеров присоединиться к дням гнева на машинах, приготовить еду на случай возможного длительного пребывания на улице и поддержать протестующих на местах. Напомню, что с ноября группа гражданского неповиновения регистрирует волонтеров для участия в протестах выходного дня в Тель-Авиве, а также проводит многочисленные обучающие занятия по тактике неповиновения. Неясно, сколько добровольцев присоединилось к группе и какие семьи заложников с ней связаны, если таковые имеются. Также неизвестно, кто финансирует эту группу. Если проанализировать ее акции, можно увидеть, что печатаются баннеры, раздается звуковая аппаратура и многое другое. То есть на все эти нужды есть финансы. Продолжаем главные новости Израиля в прямом эфире на радио Нария. Вчера мы рассказывали, что в Вашингтон ездил лидер оппозиции Яир Лапид и решил там представить свой план для Газы на следующий день после Хамас, предусматривающий длительную опеку Египта над сектором Газа. После заявления Лапида Египет отвергает его предложение, назвав эту идею, цитирую, «неприемлемой и противоречащей давней политике Египта и арабских стран». Любые идеи или предложения, которые обходят постоянные позиции Египта и арабских стран по Газе, отвергаются и неприемлемы, цитирует агентство представителя Министерства иностранных дел Египта. Полиция Израиля просит помощи в розыске 58-летнего Бориса Галутина, он из Тель-Авива. В последний раз Бориса видели именно в Тель-Авиве. Все, кто что-либо знает о месте нахождения Бориса Галутина, просят позвонить в полицию Израиля по номеру телефона 100. Сейчас фотографию пропавшего вы видите на своих экранах, видеоверсии наших новостей на YouTube-канале «Радио Нария». Также полиция Израиля обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение 16-летнего Шломо Йосифова из Беэр-Шевы. В последний раз его видели 11 февраля текущего года в городе Акко. Приметы пропавшего: рост 155 сантиметров, стройное телосложение. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Шломо Йосифова, просят позвонить в полицию Израиля по телефону 100 или в полицию Беэр-Шевы по номеру 08 646 27 44.
08 646 27 44. Продолжаем новости Израиля на радио Мария. Полиция Израиля сообщила о задержании 79-летнего Леонида Ротштейна по подозрению в том, что он был соучастником мошеннической сети. Сеть обманывала пожилых русскоязычных граждан Израиля. Общая сумма ущерба около 500 тысяч шекелей. Леонид, который сам пенсионер, звонил другим пенсионерам и представлялся сотрудником интернет-провайдера. Мошенник предлагал решить технические проблемы. Для этого нужно было загрузить некую программу на свой телефон. После загрузки этой программы мошенник получал доступ к мобильному телефону и личным данным. Если же через телефон не удавалось получить доступ к счету, то мошенник звонил снова, но уже представлялся сотрудником банка или полиции, сообщал, что деньги пенсионера пытались украсть со счета и нужно немедленно установить программу для безопасности. Леонид Ротштейн был задержан 10 февраля. Сейчас дедушку мошенника вы видите на своих экранах. Призываем вас при звонке на русском сразу заканчивать разговор, если вы не заказывали такой звонок специально. Как сообщает наша слушательница Алина из Тель-Авива, мошенники уже вышли на новый уровень. Теперь они также звонят и на иврите, но с акцентом. Прокуратура обратилась в окружной суд Тель-Авива с просьбой оправдать 34-летнюю Яну Ицкович по делу о лишении жизни ее 6-летнего сына и направить ее на принудительное лечение в психиатрическую больницу на 25 лет. Решение суда будет вынесено в воскресенье 2 марта. Напомню, что Яна обвиняется в лишении жизни своего сына, также и собаки, и в том, что она напала на прохожего, используя топор. Напоминаем вам, что появился фейковый канал новостей Израиля. Канал распространяет ложь. Фейковый канал использует обложки видео, которые идентичны обложкам нашего канала. Обратите внимание, на оригинальном канале Радио Мария на обложке видео указано, что это Радио Мария. Также наш канал называется Радио Мария. Кроме того, у нас есть и резервный канал, он называется Радио Мария Ньюс Новости Израиля. Главное, определите, что вы смотрите именно канал Радио Мария. Спасибо за внимание. Вернулся наш официальный телеграм-канал. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также, если смотрите нас по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код на ваших экранах. Если вы желаете поддержать канал Радио Мария, сделать это очень просто. Просто сейчас подпишитесь на наш YouTube-канал. Нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите под видео на колокольчик, чтобы не пропустить следующий незапланированный прямой эфир. Если же вам понравилось видео, нажмите под ним и на палец вверх. Если видео не понравилось, нажмите на палец вниз. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в пятницу, 28 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.